Как преодолеть негативные эмоции и исправить отношения с матерью? Смотрите, первый шаг всегда это сознание, да, это понимание точки А, да, как вот у анонимных алкоголиков, да, добрый день, я такой-то, и я алкоголик. Это всегда так. Поэтому первое это осознание, что эти эмоции есть. Это уже важный шаг. Почему? Потому что мы с вами живем в культуре, где материнство идеализируется. Да? И есть миф про бесконечную материнскую любовь, какую-то безграничную, есть миф про безграничную любовь детей, что так должно быть и так далее. Да? Другая крайность, сейчас многие психологические течения, да, очень много говорят об ошибках родителей, и с какой-то стороны фигура родителей, особенно мамы, демонизируется, да, что вот есть такая черная сторона мамы, которая душит, не пускает, подавляет и так далее. Тоже есть. И поэтому, когда вы делаете первый шаг, да, осознание, тут важно понимать и спросить себя, в какой момент у вас появились вот эти сильные негативные эмоции к маме. Возможно, они были всегда, да, вот в каких-то ситуациях вас что-то раздражало, что-то вам было плохо, но вы не позволяли себе это чувствовать. Вы себе говорили, как это же мама, как я могу это чувствовать и так далее. Тогда это, можно сказать, такие вот ваши истинные эмоции, да, они есть, и их важно признать и дальше уже с ними работать. Может быть другая ситуация, это я вижу часто у клиентов, что эти эмоции появились после каких-то книг, семинаров по психологии, когда много разбирали про то, вот где, как там родители могут ошибаться и так далее. И вдруг, да, вы начинаете думать, о боже, это оказывается мама меня всю жизнь контролировала или всю жизнь подавляла, или вот здесь это она конкурировала со мной, и все, и начинает внутри вот это подниматься. Вот если второй вариант, здесь нужно быть осторожным, потому что, к сожалению, то, что я вижу, да, есть часть авторов в этой теме, которые, у меня, опять же, мое личное мнение, что у самих сложные отношения и очень много обид на своих родителей, не проработанных. И они через свое творчество пытаются с этим справиться и каким-то образом эти свои состояния передают. Это как на простом бытовом примере, например, ваша подруга неудачно вышла замуж, да, очень неудачно, и теперь она просто, чтобы вас защитить, с самых лучших побуждений будет вам говорить, слушай, не надо туда, все мужики козлы, это ужасно. Но ведь это неправда, да? Мужчины есть разные, по-разному себя ведут в отношениях. Вот. Но у нее был такой опыт, и она вам так или иначе будет это передавать, может прямо, может быть как-то там, да, пока у нее внутри это болит. Так вот, пока у автора внутри тоже болит, его отношения с мамой, с родителями, он будет это передавать, бессознательно. Вот. Поэтому здесь тоже, будьте внимательны, да, в какой момент, еще раз, у вас возникли, активизировались эти эмоции внутри вас. Да? Это первый шаг, да, мы осознаем, что происходит. Второй шаг, это учимся выражать эти эмоции, говорить об этих эмоциях, но, внимание, о переработанных эмоциях. Говорить с внешним человеком, в данном случае с мамой, да, с другим человеком, о переработанных эмоциях. Смотрите, что такое эмоция непереработанная? И когда мы говорим, опять же, сейчас все психологи рекомендуют, что нужно говорить о своих чувствах. Это правда так, но тут не поспоришь. Но о чувствах нужно говорить, чувства нужно выражать в переработанном виде, иначе мы будем разрушать отношения. Да? Что такое непереработанный вид? Это когда что-то вас взбесило внутри, и вы вот на этой эмоции, бабах, вылили на другого все, что у вас внутри там накопилось, с какими-то, вот как смогли, так вылили. Что такое переработанная эмоция? Это когда вы перед тем, как озвучить это другому, провели внутри себя анализ. Да? Что именно вас так раздражает? Да? Первое. Как бы вы хотели, как важно, как бы вы хотели, чтобы было по-другому. Да? И вот в таком виде это уже выдать другому человеку.
Моя коллега однажды рассказывала, она тоже психолог и продвигала себя в интернете, писала много статей, и она рассказывала о том, что ее мама посмотрела на эти статьи и сказала: ну что, ты думаешь, вот этими статейками ты будешь зарабатывать? Хотя коллега писала очень хорошо, но у нее был такой прямо литературный талант. Да. Вот. И это было, ну, понятно, очень тяжело для моей коллеги. И вот, например, да, если, ну, такая ситуация, да, как здесь можно озвучить, да? Можно в моменте, например, расплакаться, сказать, что ты всю жизнь меня подавляла, критиковала, я из-за тебя д-д-д и так далее, да, пошло-поехало. Понятно, ни о каком сближении здесь речь не идет, да, мама вам вернет то, что вы ей там жизнь не дали молодость ее прожить, а вы там сверху еще что-то, и все, да. Как в этом случае будут выглядеть переработанные чувства? Да, это когда вы для себя это проанализировали, да, что у вас это вызывает, например, ощущение, ну, когда мама так говорит, да, у вас опускаются руки. И вам бы хотелось, чтобы мама, например, вам говорила какие-то слова про то, что вы там, не знаю, сможете, у вас хорошие статьи, еще что-то. Да? Тогда вы об этом говорите. Да? Вы говорите, что когда ты говоришь, там, называешь мои статьи статейками, да, это первое, что ты делаешь, да, всегда, что ты делаешь. Это вызывает у меня чувство, что опускаются руки. Да? Дальше мы называем свое состояние. Да? То есть связываем действие человека плюс свое состояние. Дальше мы говорим про то, как бы мне хотелось. Мне бы очень важно было, если бы ты сказала, что я классно пишу, и у меня все там будут покупать, и это у меня будет много клиентов. Да? То есть буквально не, знаете, ну, вот не про то, что мне бы хотелось, чтобы ты меня поддержала, а вот если можете, то прям вот конструкцию, как это надо сделать. И это первое действие, второе, что эти действия у вас вызывают, третье, как бы вы хотели, и четвертое, можно добавить, это не всегда обязательно, но можно добавить последствия, что если ты дальше будешь, ну, так относиться к моему творчеству, я просто буду вынуждена вообще не обсуждать с тобой тему работы, да, то есть чем это грозит? Или я буду вынуждена там не приезжать к тебе, или я буду вынуждена там то-то, то-то сделать, да, то есть вы показываете последствия, да? Вот 4 составляющих в этой формуле. Навык таким образом озвучивать свои чувства – это именно навык, а любой навык тренируется. Поэтому будьте готовы, что с первого раза будет получаться так себе, где-то вы можете не очень корректно сказать, другой человек может обидеться или сманипулировать, показать обиду. В общем, да, не ждите, что это прям вот гладко пойдет, возьмите себе несколько месяцев на тренировку, но если вы этот навык хорошо внутри отработаете, это такой ваш золотой ключик для построения хороших отношений в любой сфере, хоть личной, хоть деловой, хоть какой, да, вот, и это, ну, правда, то, чем вполне себе стоит заниматься. Это второй шаг, да, то есть первый шаг мы осознали, второй научились, то есть осознали, что с нами внутри происходит, второй научились об этом говорить экологично другому человеку, и третий шаг, он такой, наверное, самый глубокий, это терапевтическая работа по разделению ваших внутренних проекций и реальной мамы. Если сложные отношения с мамой – это всегда про то, что у вас внутри есть несепарированность от мамы. Да? Что это такое? То есть внутри есть сценарий такой большой мамы и маленького ребенка. И вы поочередно попадаете то в ту, то в другую роль. И когда мама говорит, вот что это у тебя за статейки, это не просто для вас мнение одного из людей, даже близких для вас людей, а это вот, понимаете, как мнение Бога. И действительно, если Бог говорит, что это статейки, то все это рассыпается, разрушается и не имеет никакой абсолютно ценности. Да? То есть вы становитесь абсолютно детскую позицию. В другой миг, да, вы, например, видите, что вы там как-то грубо ответили маме, и вы видите, что она начинает обижаться или как-то ей больно, и вы становитесь раз внутри себя вот такой вот большой мамой, которая видит маленького ребенка в другом, то есть в своей маме. Понимаете? И вот эта бесконечная смена, череда ролей идет. Да? То ребенок, которого разрушили одним словом, то большая мама, которая полностью несет
ответственность за состояние ребенка. Да? И вы вот в этих ролях бесконечно уже с реальной мамой начинаете взаимодействовать. Поэтому внутренняя работа, она направлена на то, чтобы вообще выйти из этого детско-родительского сценария и проработать такие вот какие-то грандиозные проекции, которые сейчас вешаются на реальную маму, и поэтому каждое слово, оно воспринимается вот так вот, знаете, прямо таким очень-очень весомым, да. Еще один аспект такой внутренней работы очень важный, это про то, чтобы отпустить ваши ожидания по поводу мамы. Вот это та часть, которую, ну, так скажем, не очень хорошо осознается многими людьми, но когда есть сложные отношения с мамой, то там есть очень много ожиданий про то, какой мама должна быть. Не в детстве, а сейчас. Что мама должна осознать, как она была неправа. Мама должна вот так сейчас со мной себя вести. Мама должна вот, не знаю, там не вмешиваться в мою жизнь, или наоборот больше внимания уделять, или восхищаться моими статейками, или что-то еще, да. И вот эти все ожидания, это тоже часть вашей привязанности, вашей несепарированности. Их очень важно осознавать, да, и понимать, что вам мама ничего не должна. Она не должна с вами вести себя хорошо или плохо, или хвалить вас, или критиковать, или не вмешиваться. Ничего не должна. Да? И это тоже, ну, это не просто отпустите, да, потому что всем хочется, чтобы его долюбили за детство, да, но вряд ли это получится. И если вы отпустите эти ожидания, то, в общем-то, отпустите и внутреннюю вот эту пару, большую маму маленького ребенка. А значит, отношения с реальной мамой вовне станут сильно проще.